Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Мы в этом видео с вами свяжем вот такую шапочку. Шапочку, которую можно назвать шапочка-шлем, шапка-капор, шапка-платок, шапка-шарф, шапка-хиджаб. Ну, вот видите, это все в одном. Я связала две такие, вот эту темную синюю, и связала из полушерстной пряжи для себя и разработала самую легкую, самую простую методику вязания такой формы шапки. А эту голубую я связала образец для вас, и мы с вами рассмотрим на практике, как вяжем такую шапку. Такая шапка еще очень актуальна для детей. Оденете шапку, у детей будет вся голова закрыта, шейная область закрыта, и у нее будет только открыта лицевая часть. А я свою шапочку планировала одеть как шапка-хиджаб, которую вы видели на видео и на фотках. Эту модель шапки я различаю на лицевую часть, которую вяжем манжетку резинкой, головная часть, шейная часть и телесная часть. Вязание, друзья, начинаем с лицевой части шапки, вот отсюда. Вяжем, потом непосредственно переходим на головную часть, а потом переходим в шейную часть, а потом уже заканчиваем с частью манишки. Я вам в этом видео все подробно покажу, как мы вяжем. Здесь я связала для 56 размера головы. Еще, конечно, посмотрите на размеры, которые у кого есть прическа с волосами, у кого может быть маленькая прическа, и такой размер шапки подойдет. Если у кого будет большая прическа, тогда придется немножко изменить расчеты. Об этом тоже я вам расскажу по ходу вязания на практике. Еще, друзья, по ходу вязания мы с вами начертим вот такую схему вязания. Я постепенно буду вам начертить схему, и вам потом понятно будет, что отмечено в этой схеме. Подробно объясню, как мы делаем расчеты и как мы найдем здесь эти цифры. Смотря этого, друзья, вы спокойно сможете рассчитывать для своей размер головы, толщины пряжи и для своей номер спицы. Теперь, друзья, пойдемте вязать. Друзья, чтобы начать наше вязание, вначале обязательно нам необходимо будет узнать два размера головы. Первый размер – это окружность лицевой части головы. Второй размер – это размер головы по горизонтали.
И еще нам необходимо будет обязательно рассчитать плотность вязания по ширине для своей пряжи и для своей спицы. Это параметр указывает, сколько петли находится в 1 сантиметре. Как рассчитать плотность вязания по ширине, я не буду останавливаться, друзья. Кто не знает, можете посмотреть видео по YouTube. У меня тоже есть видео на моем канале. Посмотрите, узнайте, как рассчитать, и потом приступите к вязанию. В моем случае первый размер головы соответствует 60 сантиметров. И эту цифру мы будем умножать плотность вязания по ширине. А плотность вязания по ширине мне соответственно 1,6 петель в 1 сантиметре. И когда умножаем 60 сантиметров на эту цифру, и у нас соответственно будет 96 петель. Около 10-12 сантиметров помещается по 10 петель. Значит, мы берем 10 раз пряжи и начинаем набирать петли. Мы должны набирать 96 петель, но чтобы смыкать круг, мы наберем одну петлю больше. Будем набирать 97 петель. Когда я буду смыкать круг, я всегда использую насушные спицы. Они очень удобны в таких целях. А потом я поменяю их на спицы с шнурками. Обязательно поправляем петли, посмотрим, чтобы они лежали правильно. И вот начало — это конец. Теперь, друзья, сначала берем одну петлю на эту спицу. Первую петлю и последнюю петлю провязывать вместе изнаночной петлей. Все, мы здесь смыкали круг. Можем еще раз проверить наши петли, как они лежат. И теперь начнем наше вязание. Будем вязать резинку 1 на 1. Начинаем с лицевой петлей, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким образом, друзья, мы будем вязать по кругу. Друзья, по ходу вязания шапки я буду вам сразу показывать ходу вязания на схеме. Вот сейчас мы набрали 96 петель и смыкали круг. Это кончик нити указывает начало ряда. Вот, друзья, наша манжетка готова. Провязали 13 рядов, и это соответственно будет на 5 сантиметров. И на схеме тоже отмечаем. Теперь, друзья, переходим на следующий процесс. Отделяем петли для подбородка шапки. Для этого в этом ряду будем отделять 13 петель. Почему 13 петель? Потому что в области подбородка нам необходимо количество петель, которое соответствует на 7-8 сантиметров. Чтобы отделить петли, друзья, берите иголку с ниткой
другой расцветки, чтобы будем сразу отделять, потому что это 13 петель пока не участвует в нашем вязании. Провяжем резинкой 1 на 1. Лицевая, изнаночная. И посчитаем сразу. 2, 3, 4, 5, 13. Сейчас 96 отделили 13 петель для подбородка. Остается 83 петли. Теперь эти 83 петли мы разделяем на 5 частей. Это у нас будет 17, 17, 17 плюс 16 и 16. Схематично я вам покажу. С начала ряда для подбородка отделили 13 петель. Потом оставшуюся часть мы разделили на 5 частей. Одна часть будет 17, одинаково, 17 будет на другом стороне шапки. Вот таким образом, друзья, возле области подбородки шапки отделили по 17 петель. Эти 17 петель, друзья, нам указывают, что в этих петлях мы сделаем такую манипуляцию, которая по ходу вязания образуется из каждой этих петель петли 2 ножки, и вязание у нас пойдет укороченными разворотными рядами. Но здесь немножко по-другому вяжется. Я вам на практике подробно покажу. Мы сейчас будем провязывать все эти петли лицевыми петлями и ставим маркировки, отделяя 17 петель. Посчитаем 49 петель и ставим вторую маркировку. Когда здесь останется одна петля, не провяжем эту петлю, мы будем разворачивать нашу работу. И обратите внимание, друзья, первую петлю берем на спице не провязывая, так протянем нить и образуем вот такую форму петли. Эту форму я называю петли 2 ножки. И как образовать, запоминайте, друзья, в этом процессе каждый раз мы будем образовать такую петлю 2 ножки. Продолжим вязание на изнаночной стороне. Все петли вяжем изнаночными петлями и вяжем до конца этого ряда. Вот дошли до конца ряда. Здесь тоже последнюю петлю не провязываем, оставляем, как мы делали в начале ряда. Вот здесь. Здесь то же самое повторяется. И мы разворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу не провязывая, протянем нить, образуем петли 2 ножки. И продолжим наше вязание. Мы на лицевом стороне и все петли провяжем лицевыми петлями. И вяжем до конца ряда.
Вот дошли до петли 2 ножки, которую мы в прошлый раз образовали. Эту петлю тоже провяжем. Провяжем таким образом. Запоминайте, друзья. И каждый раз этот процесс повторяется. Заходим с левой стороны, со стороны левой руки. Так, охватываем обе стенки и провяжем лицевой петлей. И здесь добавляем последнюю петлю. Разворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спице, не провязывая. Протянем нить, образуем петли 2 ножки. И продолжим наше вязание. На изнаночной стороне все петли провяжем изнаночными петлями. И провяжем до конца ряда. Дошли до петли 2 ножки. На изнаночной стороне эту петлю провяжем таким образом. Запоминайте, эту манипуляцию мы будем повторять каждый раз. Заходим сзади, со стороны левой руки. Охватываем обе ножки петли и провяжем изнаночную петлю. И провяжем последнюю петлю. Разворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Образуем петли 2 ножки. И продолжим наше вязание на лицевой стороне. Обратите внимание, на каждой стороне последнюю петлю образовали петли 2 ножки. И с этим за 4 ряда у нас одна манипуляция закончилась. Эта манипуляция повторяется за каждые 4 ряда. Еще раз я вам покажу. Провяжем все петли лицевыми петлями и провяжем до конца ряда. Вот, друзья, здесь оставили одну петлю, потому что манипуляция наша начинается заново. А это последняя петля у нас, петли 2 ножки. Теперь это не включается наше вязание. И поэтому нашу манипуляцию начинаем заново. Вот в конце оставляем одну петлю, как мы первый раз сделали, так, помните. И разворачиваем нашу работу. Образуем петли 2 ножки. Провяжем на изнаночной стороне все петли изнаночными петлями. И мы с вами увидимся на том конце нашего вязания. Здесь то же самое. Последняя вот эта петля у нас петля 2 ножки. Это мы оставляем. И оставляем одну изнаночную петлю и разворачиваем нашу работу. Образуем петли 2 ножки и продолжим наше вязание на лицевой стороне. И мы с вами увидимся на другом конце вязания. Дошли до петли 2 ножки. Это провяжем, как всегда, которую я вам показала, лицевой петлю. И провяжем следующую оставшуюся лицевую петлю. Разворачиваем нашу работу. Образуем петли 2 ножки.
все петли вяжем изнаночными петлями, и мы с вами увидимся на другом конце вязания. Дошли до петли 2 ножки, провяжем, как вязать я вам раньше показала, и провяжем изнаночную петлю, которую в прошлый раз мы оставляли. Разворачиваем нашу работу, образуем петли 2 ножки. И вот видите, мы здесь образовали вторую петлю 2 ножки. Все петли вяжем лицевыми петлями до конца ряда. И мы с вами увидимся. Вот заново начинаем манипуляцию. Вот видите, здесь у нас образовались 2 петли 2 ножки. Они теперь уже не участвуют в вязании. Теперь процесс начинается заново. Вот оставляем 1 петлю и разворачиваем нашу работу. Здесь тоже вот 2 петли 2 ножки, оставляем 1 петлю и разворачиваем нашу работу. Дошли до петли 2 ножки. После этой петли у нас имеется 1 лицевая петля, которая еще не образовалась петли 2 ножки. Поэтому эту петлю мы провяжем лицевой петлей и провяжем следующую лицевую петлю. И разворачиваем работу. Из этой петли образуем петли 2 ножки. И на этой стороне опять мы закончили еще одну манипуляцию, в которой образуются наши петли 2 ножки. Уже мы образовали 3-ю петлю 2 ножки. Доходим до петли 2 ножки. Посмотрим. Вот после него есть 1 у нас изнаночная петля. Значит, это мы провяжем изнаночной петлей и провяжем следующую петлю. И разворачиваем нашу работу. Берем петлю и образуем петли 2 ножки. И вот таким образом, друзья, мы здесь образовали 3 петли 2 ножки. И начинаем заново нашу эту манипуляцию. Думаю, вам понятно, друзья. Значит, чтобы образовать каждую 1 петлю 2 ножки, мы провяжем 4 ряда, и у нас образуется 1 вот такая петля 2 ножки. И она будет в дальнейшем не участвовать в нашем вязании. И сейчас у нас вязание приобретает вот такой вид. Друзья, эту манипуляцию, этот процесс вы продолжите дальше сами самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда будем образовать 11-ю петлю 2 ножки.